Поговорим о технике безопасности настройки. Выйду, фингал поставлю. Смотри, как надо. Да иди ты на... Не горит. Здравствуйте, с вами ваш любимый Гоша Песков. И я люблю брать интересные заказы. Не то, что в этот раз какой-то звукокороб для музыканта. Даже команда в шоке. Я вообще-то строитель номер 1. Зацените, какую я сам себе рекламу в 90-е снимал. Мы не муж на час. Мы приходим группово. Смотри, как Надо. Звоните по номеру. Ну прям на расклад. Алло. Гвоздь из телевизора торчит? Не проблема, вытащим. До команды Вера еще 10 минут. Ты что там опять колотишь, а? Гоша, ты знаешь, что такое дедлайн? Ну какая там воображаемая линия? Дальше даже читать не стал. Дедлайн — это линия, за которой смерть. Поздравляю, ты снова накосячил, потому что этот гроб явно не для тебя. Так, а где малой? Новенький, что ли? А, все на одно лицо. Давай, лезь в гроб. Да ладно, такая возможность живым в гробу полежать. Так, погоди, а ты нахрена его сколотил? Нам же нужно было сделать звукокороб. Я что, не рассказывал, какой я вчера заказ взял? Ты как-то неправильно все понимаешь. Мне нужно изоляция. Понял? Конечно, я тебя слушаю. Депутат, изоляция, шум толпы, обращение, звукокороб. Мне нужно место, где я буду записывать свои новые треки. И даже если вокруг будет толпа, мне должно быть на это. Так понятно? Да. Поехали. Короче, звукокороб. Так что нафига ты гроб сколотил, если малой еще не умер? Так это намек, Гош. А, дедлайн, гроб на... Сколько времени до сдачи звукокороба? Что тебе, 10 лет? Такие усищи, как у меня перед армией. Поразительное спокойствие. Гоша, у нас осталось 10 минут до сдачи заказа. Спокойно. Смотри, как надо. Еще и чай успеем попить! С сахаром! С хренахером! Едут! Едут! Так, давайте, настраивайте свои эти там эти звуки, там все дела. Где Алеша? Алеша! Едут! Пойдем! Так. Стой. Че? Ща. Презентация? Да. Ну давай. Ну давай уже, давай. Да не томи ты уже, давай. Это что за хуй? Внимание! Идет запись голоса депутата. Соблюдайте тишину. Нарушители тишины будут арестованы преданным трибуналу. Это что за колхоз? Мне нужен европейский стиль. А, европейский? Achtung, die Abstimmungen des Abgeordneten wird ausdehnen. Bleibt ruhig. Die Bestände sind... Да иди ты на... Дебил, блин! Лучше бы ты своих человечков из гипсокартона делал. Придурок, блин. Че? Поехали на... Мой дед так в 60-м на Мосфильме делал. Изолировал всех.
Только на Западе ему надо. Хочет бабки из страны уводить. Мой дед в 60-е таких как раз такие гробы, как я сделал, и заколачивал. Гош, так это 60-е, а сейчас 21 век. О, тем более, он музыкант, может, ему какую-нибудь студию звукозаписи надо было. Сейчас что? Сейчас новые технологии, 5G, TikTok, понимаешь, новые знания. Вот, новые знания нам нужны. Так, ты давай иди капитал в стране удерживай. Колоти эти гробы вертикальные для ТикТока ему. А я стану лучшим специалистом в области шумоизоляции. Все, пошел. Давай. Так, чтобы стать лучшим специалистом, нужно учиться у лучшего специалиста. А чтобы учиться у лучшего специалиста, нужно им стать. Так, а где найти лучшего специалиста, чтобы стать лучшим специалистом? Что-то какое-то колесо сансары. Алёша лучший специалист? Так это ж Мишань. Вместе с ним, кстати, начинали. Сейчас большим мастером стал. Михаил Мухачев. Топовый специалист в области звукоизоляции. Досконально знает материалы ведущих брендов. Теоретик и практик. Обожает мороженое. Ну что, нормально? Пушка вообще. Задача двойной сложности. Первое. Сделать так, чтобы внутри студии не было слышно ничего из того, что происходит снаружи, чтобы была полная тишина, независимо от того, где мы находимся. В лесу, в городе, на реке, на дороге и так далее. Задача номер 2. Сделать так, чтобы снаружи студии не было слышно ничего из того, что происходит внутри. Это достигается... Ой, Мишаня, красиво льешь. Здорово. Здорово. Пойдем. Я рад, что ты с нами. Но, Мишаня, у нас очень мало времени. Знаешь, что это такое? Похоже на волосатую руку. А, секундомер. Правильно, секундомер. И у тебя ровно 40 секунд, чтобы донести зрителю самую важную техническую информацию. 39. Не, погоди. Ни о чем. 40 секунд это ни о чем. Блин. Правильно, Мишаня, времени мало, ты уловил. Поэтому 20 секунд. Пирог стен толщиной 35 сантиметров состоит из 9 слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. Герметизация, виброизоляция, звукопоглощение, наличие плотных массивных слоев. Кстати, масса студии будет более 3,5 тонн. Снаружи студия будет покрыта фасадной плиткой на основе битума, которая не горит. А вот сейчас, кстати, интересно было. На основе битума и не горит, да, Алёш? Кстати, 20 секунд ровно. Малой, а ты записал? Да. Вот перестал усы мявлить, да? Мужиком становится. Молодец, возьми, квас заслужил. О, да, красавчик. Вам все понятно? Ну, не совсем. Ну, это, наверное, потому что я ничего не слушал. А тебе понятно? Конечно, понятно. Он никогда ничего не слушает. Главное, что эта идея дает энергию, остальное не важно. А ты сам-то слушал, что я говорил? Конечно, слушал. И выявлял суть. Звук, стены, слои. Мишаня, но ты забыл самое главное. Люди иногда дышат. Не постоянно, но такое бывает. Поэтому я предлагаю, чтобы им было комфортно в студии, поставить сюда кислородный баллон. Нет. Тогда, может, впилить сюда трубу сотку? А вот это, кстати... Однозначно нет. Тогда мы оставляем тебе для опытов малого. Он умеет ровно на 20 секунд задерживать дыхание. Малой, покажи. Все, Алеша, за мной. Подожди, а загранпаспорт брать? Привет, парни! Меня зовут Рафаэль Сирожеддинов. Я представитель завода «Хауберг» компании «Технониколь». Расскажу о технологическом процессе, как производится фасадная плитка «Хауберг». Только у меня одна небольшая просьба для наших зрителей. Рассказывай не только техническую информацию, но и какие-нибудь интересные факты, а? Футбол любите? Конечно, Майкл Джордан, все дела. Представляете себе стадион Уэмбли. Средняя площадь футбольного поля составляет 700 квадратных метров. Чтобы произвести такой объем, заводу понадобится всего лишь 10-12 минут. На заводе установлена американская линия компании MSP. Длина линии 178 метров, 23 сантиметра, 43 миллиметра. Вот такой интересный факт о курице. Фантастика! Тут такая безопасность для людей, все создано. Вот все для людей. Шлемы, линии. А вот для куриц вообще здесь никакой безопасности нет. У них тут, знаешь, какая традиция? Перед стартом конвейера битумную ванну до 210 градусов разогревают и туда курицу в фольге кладут, прикинь? Да ее потом жрать можно. Блин, ее жрать можно, наверное, или нет? Поначалу показались странные ребята. Особенно Гоша, длина которых составляет порядка 1,5 битум сливают при температуре 220 градусов по Цельсию. Стой.
Горячо. Оказалось, они по-своему вникают в процесс. Алеша вон безопасность оценил. Короче, нормальные ребята далеко пойдут. Итак, кратко о том, что понял я о технологическом процессе. Бобина стекловолокна попадает на конвейер, склеивается с предыдущей бобиной и уходит на валы запаса. Далее идет пропитка снизу, нагрев и погружение в битумную ванну. Дальше формируется толщина. Это все уходит на присыпку, формирование рисунка и уходит на вал прикатки. Дальше приклеивается легкосъемная силиконовая лента. Потом все это уходит на валы запаса и охлаждения. Потом идет нарезка, формирование пачек, упаковка и укладка на палет. Так, слушай, я не пойму, а что, Гоша реально не догоняет, что ты это не малой, а малая? Знаешь, как он говорит? Женщины на стройке – это как обезьян на корабле. Так а что ты здесь вообще делаешь в этой стройке? Так, а я не понял. А вы что не работаете? Я уж думал, вы тут все построили. А у вас тут конь шитый лыком не валялся. Это что такое? Так материала нет. Как нет? Я ж заказывал. Алло, это доставка? Мне нужно много всего. Более четко? Хорошо. Много всего. Да. Сейчас. Алло. Да, мы здесь. Ну, прям здесь. А, вы тоже тут? Алёш, вбей в навигатор. Где здесь тут? То есть навигатор? Кому вбить? Да, я один. И Алёш тоже один. Мы просто с ним в одной машине по отдельности ехали. Алло, да. Один пункт в доставке, но чтоб там было все. Адрес, ага, один. Заводская. Атмосфера вокруг, да. Алло, что? Адрес записали уже? Ну, хорошо. Буду ждать. Вот так было. Доставка. Да. Куда привезли? В смысле заводская 1? Это я на заводе с Алешей 1 был, а у нас тут советская 15. Извините, это мы неправильно записали адрес. В ближайшее время мы исправим данные и пришлем машинку со всеми материалами разом. Понял, советская 15 срочно для Гоши. Все. По ходу дела до вечера ничего не будет. Давай шашлык. Клиент найден. Будем рады, если поставите нам 5 звезд. Бро, тебе всегда 5. Лист ОСБ. Ну, братан, ОСБ-ха. Ну ты чё, по технологии сделаем? Конечно, конечно, по технологии. Как отпечатки пальцев, а? Один на другой не похож. 33 богатыря. Значит, сделаем проектик. Сделаем, конечно. Чё он? Опять со своими стройматериалами разговаривает? Чух. Ну, ушами. Гоша такой профессионал. Где стоял? Ага. На берегу видел. Ну все, теперь будешь тут стоять. Да, давай. Это такой уровень. Ну чё, а? Сделаем, да? Ну гля. А вот это вроде, ты вроде хитрый такой. Вроде гипс, а вроде акустик гипс. Брось, мы с тобой нежно, да. Аккуратненько. Алёш! Это что такое? Иду, Гош, иду! Первый этап будет состоять из подготовки несущих элементов, металлического сварного каркаса и элементов сборки самой студии, который будет состоять из деревянных брусков. Брусок имеет сечение 100 на 50, и нам очень важно соблюсти этапы и последовательности сборки, чтобы в будущем получилась правильная концепция куб в кубе.
В итоге мы должны получить два друг от друга независимых каркаса, которые виброотвязаны друг от друга и при этом не контактируют со внешней средой. В первую очередь полностью собираем нижнюю часть куба и обшиваем его фанерой, потому что на него будет ложиться основная нагрузка от самой студии. Далее через специальный виброизолирующий эластомер собираем пол внутренней части куба. В завершении второго этапа устанавливаем каркас внутренних стен куба. Несмотря на кажущуюся простоту, задача весьма сложная, но и работают здесь профессионалы с огромным опытом, поэтому мы можем быть уверены в качестве выполненных работ. Начали! Внимание, конкурс! Для тех, кто отгадает, что в этом черном ящике, не просто отгадает, что внутри, а какой именно марки мы подарим, и этот черный ящик, и все, что внутри. Стоп, стоп. Малой, все, хорош с этими конкурсами. Им, как и баба в настройке, просто не место. Погоди, а ты нахера комнату в розовый цвет покрасил? Это что за треугольник такой, а? Ты что, помидор вдали, что ли? Иди шурупы забивай, понимаете? Все, давай, хорош, парни, снимайте с меня эту херню. Дел просто навалом. Там платформу сварить, собрать, специалист все сказал, надо ребят контролировать. Все, в детские игры играете. У нас... Кстати, делу время, потихо сейчас, пойдем. Не, пойдемте, что покажу. Алёш, малой, короче, пойдем. Пока у нас перерыв. Пойдем. Сейчас говна и палок такой тебе покажу. Строительный лайфхак или машина по переносу в детство. Один щелчок и радости полный шланг. Ну давай, делай свою слоумо. Смотри, как надо. А? Вот это нормальная мужская игрушка. Жалко, мои не видели, а? Лёшка с малым. Вот, из говна и палок сколотил и прыгнул в детство, как говорится. Так, ну да ладно. Все, потеха окончена, пора и городить. Погнали! Третий завершающий этап включает основную массу работы. Для заполнения каркаса используем высококачественную минплиту StopZoom BP Premium от компании Technosonus, а также материалы Acoustic Gips M1 и GKLZ Acoustic Gips с обязательной герметизацией виброакустическим герметиком Sonetic всех примыканий. Обшиваем стены каркаса внешнего куба, включая потолок, влагостойкой OSB плитой. Затем формируем дверные проемы. Четвертый этап. В качестве отделочного материала выбрали фасадную плитку Halberg от компании Techno-Nicole. Не горит! Первый из них, фасадная плитка, прекрасно справляется с агрессивными внешними воздействиями. Вторая причина. Звукозаписывающая студия будет постоянно перемещаться, подвергаться нагрузкам. Фасадный материал позволит сохранить свой внешний вид при этих нагрузках. И третья причина. Фасадный материал должен и снаружи компенсировать звуковое воздействие. Поскольку наша крыша имеет небольшой уклон, мы подобрали специальную ПВХ-мембрану, исключающую ее протечку. Герметизация будет 100%. 105. 145. 145. В рамках поставленной перед нами задачи мы использовали в качестве гидроизоляционного покрытия полимерную ПВХ-мембрану Logic Group по целому ряду причин. Куб деревянный, в основании фанера. Нам важно было использовать безогневой способ укладки. Студия подвижная, будет испытывать динамические нагрузки при ее перемещении, поэтому не сплошной способ укладки мембраны позволяет компенсировать все деформации. Уклон крыши минимальный, а из ПВХ-мембран делают бассейны, делают гидроизоляционные покрытия с минимальным уклоном, поэтому ПВХ-мембран для этого идеально подходит. Ну и двери. От их качества также будет зависеть эффективность наших каркасных систем. Поговорим о технике безопасности настройки. Допустим, Алёша решил пожарить шашлык. Ни в коем случае не старайтесь догнать горящего человека, он бегает быстрее, чем вы. Дождитесь его в точке. Точки я. Допустим, в руках у вас оказался открытый огонь, и вы случайно подожгли Алёшу. Ни в коем случае не тушите его всем подряд. Например, авиационным керосином. Кстати, прикольная штука, надо еще набрать. Если вы все-таки решили, что Алёша вам нужен, начинаете его тушить с помощью других методов. Уговоры, угрозы. Или песком, который всегда есть, иногда его вообще нет на стройке, и тогда вы просто вызываете нового Алёшу.
здесь у нас 35. 9 слоев, правильно говорю? Да, все правильно. И там еще зазор оставляем. Зазор И оставляем. перпендикулярно не забывай вот это чего говорить. Мишаня! Постройка звукоизоляционной студии выполнена! Тебе есть что сказать. Сказать этим шедевром, который будет скрывать много чего внутри себя. Успешных вам испытаний! Показалось. Показания внутри 25 дБ. Чтобы снизить до нуля, потребуется обложить студию свинцом. Куб готов и испытан профессионалами, но еще не испытан мной. Поэтому мы наводим уборку, проверяем безопасность внутри. Как там, кстати? Очень безопасно. У меня даже стресс ушел. Куда ушел? Иди догоняй. Мы кого испытывать будем, а? Только не Алешу. Согласен. А, не, погоди, ты маленький еще. Здесь как-то что-то покрепче нужно. А у меня, кстати, есть такой. Алло. Игорь Владимирович, да. Это Гоша. Какой Гоша? Как какой? Вы же сказали, что вы меня никогда не забудете. Я вам в офисе лет 15 назад унитаз ремонтировал. Видимо, дрожжевая пробка тут у вас. Вы не бежите. Делай. Мне все равно, кому ремонт делать. Врачи, студенты, пенсионеры. Главное что? Главное качество, да. Качество. Занимайся. Вот здесь пробил. А вот здесь пробито. Ну да, так сказать, помог слить конкурента этажом ниже, да. Гоша, ты что ли? Вспомнили, да? Ну, чё звонишь-то? Игорь Владимирович, я тут кое-что нагородил. Хочу вам показать. Ага, подъедете. Ну все, нашел. Через полчаса начинаем. Игорь Рыбаков приехал. Это же который из списка Forbes. Испытания испытаниями, а я для Рыбакова придумал кое-что интересненькое. Старший-то где? Интересный человек. Игорь Владимирович, здрасте. Смотрите, мы здесь все сделали, 2 независимых короба. Вот этой штучкой покрыли 2 двери. Значит, она у нас просто... Хауберг? Да, динамические испытания. Значит, здесь слышно, там не слышно. 2 двери, значит... Визуализация. Смотрите, независимый каркас, 1 дверь, 2 дверь. А главное, толчок не забьется, потому что его нет. Шутник. Прошу. Да. Тут слышно, там не слышно. Ну что, неплохо. Провернули. Гош, ты знаешь, кого ты запер? Ну ладно, все. Что значит запер? Дал возможность войти в историю. Малой, а ты что так зарос? Ты же миллиардер. Иди в барбершоп. Я в курсе, что это миллиардер. Начинаем испытание. В смысле? Знакомство с Гошей. Решил я один раз уединиться с природой.
Взял гитару, водочки, сижу, выпиваю. И так мне захотелось зрителя. Сергей! Сергей! Да ладно, ладно. Автограф? Да. Как тебя зовут? Ефрем. 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 Что у тебя ручка-то не пишет? Какая? Ефрем. О, видел? Вот эта ручка. Ну так вот, сижу, смотрю, идет мужик. Тащит гипсокартон. Я ему говорю, человек, иди сюда. Он подходит. Я ему говорю, ты кто? Гоша. Я говорю, Гоша, зрителей хочу. Через 2 часа смотрю, сцена, зрители из гипсокартона стоят. Я ему говорю, Гоша, это все пиздец. И вот именно тогда у меня родилась песня. Смотри, как надо и как не надо. Эвира майна, хренати ладно. Смотри, как надо, Гоша плюс банда. Шизай ладно, шизай ладно. Ты выбираешь как гулять, ты такой же, как вы, научись летать. Если жажда в тебе живет, ощути на себе весь этот полет. Смотри, как надо и как не надо. Эвира майна, хренати ладно. Смотри, как надо, Гоша плюс банда. Апай толку, шизай, шизай ладно, шизай ладно. Ну все, начинаю динамические испытания. Вот ожгли, да! Игорь упал! Камера перестала работать! Казда! Чё? Держи! Гоша! Где тебя носит? Одному все делать приходится. Алло, отойди. В барбершоп сходил, а усы остались. Смотри, как поставил. Даже ключ на месте валяется. Все, ну-ка, сдриснули все отсюда. Мало ли какая реакция. И ты тоже отойди. Он жив и, кажется, парализован. Малой, тащи средства для снятия паралича, рядом с картошкой валяется у него красная труба. Я не парализован. Я расслаблен. Когда я понял, что кричать бессмысленно, я ушел во внутренний мир. Это действительно работает. А ты тут неплохо все придумал. Дай-ка я пожму тебе руку. Я иногда тоже ухожу во внутренний мир, но никогда вас там не встречал. Это хорошо, потому что я обещал тебе врезать. Где, во внутреннем мире? Ха, да меня ж там не было. Это хорошо, что ты сейчас здесь. Ракета. Все, парни, давайте расходиться. Как говорится, до новых идей. Немножко. Да, вы как всегда вовремя. Спасибо, парни. Алеш, я думаю, может, в следующий раз 9-этажный дом из катапульты покрасить. А что, можно? Малой, что скажешь? Или опять ни хера не скажешь? Ты вообще жрал сегодня? Иди картошку поешь. Давай в эту жахнем. Давай. Эй, Вира, майна! Херачи, ладно?